Здравствуйте, самые лучшие зрители! Меня зовут Полина. В новостях узнала о новом витке санкций. Подорожал элитный алкоголь. А в Афганистане талибы запретили выращивать мак. Ну как же так? Беда подкралась незаметно. Ну да бог с ними. Думаю, что вы все видели очень интересные лоскутные блоки с эффектом 3D. А сегодня попробуем освоить скоростной метод их создания. Для одного блока надо два квадрата контрастного цвета, светлый и темный. Размер возьмем 30 на 30 сантиметров. Мне хочется посмотреть разные цветовые сочетания и разные варианты раскладки. Для удобства работы можно сразу же нарисовать две диагонали. После этого сложим вместе два квадрата и заколем булавочками. Эти заготовки надо прошить вместе. Проложить шов по периметру на расстоянии ширины лапки от края. После этого разрежем заготовки по диагоналям, подрежем торчащие уголочки и развернем. Получаются два квадрата, состоящие из двух треугольников. Тщательно расправляем швы. После этого проутюжим. Смотрите, какие варианты раскладок можно сделать. Самые простые. Но хочется немного еще поэкспериментировать. Двухцветные квадраты получились 19,5 на 19,5 сантиметров. Разделим каждый на 3 полоски по 6,5 сантиметров. А потом центральную часть еще разрежем на 3 кусочка. Будут квадраты 6,5 на 6,5 сантиметров. И фокус-покус. Самый центр разворачиваем на 180 градусов. И все. Легко и просто получается новая фигура. Так мы готовим все остальные квадраты. Остается только их сшить. Сначала серединки, короткие стороны, потом присоединим длинные. Естественно, шьем гирляндой, экономим нитки, время, нервы. Нитки не обрываем. Соединили две стопки деталей, разрезали гирлянду, расправили швы, присоединяем следующие детали. Ткань, хлопок. Швы можно легко расправить просто ногтем. Конечно, ничего не тяните. В этих деталях все швы диагональные. Прошили серединки, хорошенько их проутюжили. Потом присоединяем длинные части. В серединках у нас 3 соединительных шва, а в длинных 1 шов. Чтобы все получилось ровно и аккуратно, будем совмещать детали со стороны короткого шва. На длинной детали остается хвостик. Это разница между тканями. Но у нас все получается замечательно. Швы сошлись, уголочки на месте. Расправляем припуски и приступаем к работе со второй длинной стороной. Все заготовки тщательно проутюживаем, подравниваем и отрезаем лишнее. Так готовим все остальные детали. А теперь смотрите, какие интересные варианты раскладок можно придумать. Остается только выбрать то, что вам больше нравится. Сами видите, что за счет сочетания светлого и темного получается очень интересный эффект 3D. Я не смогла определиться, что мне больше нравится. Именно поэтому отшивала сразу два цветовых сочетания. Соединим
4 маленьких блока вместе. Сложим их лицом к лицу и прошьем сразу вертикальным швом. Расправим припуски, а потом прошьем по горизонтали. Смотрите, какие интересные блоки у нас получились. Из 2 квадратов 30 на 30 сантиметров получился 1 квадрат 31 на 31 сантиметр. Ловкость рук и никакого мошенства. Эффект 3D. Очень интересный и разный. В первом варианте как будто один большой квадрат висит в воздухе, а во втором или 4 окошка, или объемный крест. Каждый видит свое. В любом случае, оба эффекта очень интересные. Смотрите, выбирайте. Тот и другой могут стать прекрасной декоративной подушкой или панно. А можно попробовать в разных цветовых сочетаниях. Шьются они очень легко и быстро, а непосвященному кажется все очень запутанным и замудренным. В общем, я дала вам идею, а вы уже придумайте свой более интересный вариант. Подписывайтесь на канал, ставьте классы, пишите комментарии, ищите меня на Яндекс.Дзен, ВКонтакте, в Одноклассниках и на puls.mail. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!